Прежде всего, надо руководствоваться интересами местного населения, граждан Российской Федерации. Дмитрий Песков назвал мигрантов необходимостью для реализации планов развития России. По его словам, это обусловлено напряженной демографической ситуацией, в которой нам необходимы дополнительные рабочие руки. «Мы их только приветствуем», заявил пресс-секретарь президента. Песков подчеркнул, что мигранты – это не проблема. Проблема – нелегальные мигранты. Однако многие россияне возмутились его словами. Некоторые из них предложили Пескову переселиться в какие-нибудь котельники, чтобы еще острее и лично прочувствовать необходимость в мигрантах. Общественность возмущена. К примеру, блогер Сергей Колясников категорически не согласен с мнением Пескова о том, что проблемой для страны являются только нелегальные мигранты. Проблему для России представляют миллионы людей, не принимающих нашу культуру, не желающих ассимилироваться, видящих в России только средства заработка и не ассоциирующих себя со страной и ее будущим. Это не зависит от статуса пребывания, наличия или отсутствия российского паспорта и тому подобного. Интересно, что заявление Пескова прозвучало вскоре после того, как Владимир Путин подписал ряд законов об ужесточении миграционной политики. Формально Песков не возражал против этих решений, но его заявление резко контрастирует с политическим курсом главы государства. Как пишет политолог Сергей Мардан, если бы Песков жил не на Рублевке, а хотя бы в Восточном Дегунино, он бы понял, почему его слова о необходимости мигрантов для России вызывают у простых людей недовольство и не только к самому Пескову, но и ко всей социальной прослойке, которую он представляет. Ежедневная статистика преступлений, совершаемых как нелегальными мигрантами, так и этническими бандами, состоящими из граждан РФ. Это лишь информационный допинг, который вздергивает градус ксенофобии в русских городах и без того высокий по причинам очень понятным. Мардан поясняет, что когда коллективный Песков говорит о том, что Россия большая, а населения мало, он фактически пытается объяснить жителям крупных городов, что им остро нужны таджики, чтобы освоить безлюдные городские пространства. Однако потоки мигрантов не исчезают в бескрайней тайге, где они прокладывают новые дороги и строят очередной космодром. Телеграм-канал «Парламент» с кнопкой отмечает, что армии дворников с лопатами в 21 веке выглядят странно на фоне современного снегоуборочного оборудования. Один дворник с помощью такой техники может заменить 20 обычных рабочих с лопатами. Низкая рождаемость не всегда равно низкая производительность труда. На дворе не 19-е столетие, и труд одного человека может с лихвой окупать труд 10. Здоровая национальная и трудовая политика – это не замещать коренное население среднеазиатами, а искать способы, как достигать чего-то, исходя из тех демографических предпосылок, что есть развивать технологии улучшения производительности труда. Не нужно постоянно нанимать курьеров-мигрантов, каждый год платя им зарплаты и индексируя их. Нужно построить завод, где собирают роботов-доставщиков. Нельзя постоянно прикрываться демографией и откладывать массовую реформу труда, потому что людей нет. Эксперты подчеркивают необходимость повышения производительности труда вместо увеличения числа мигрантов. При достаточной эффективности трудовых ресурсов в стране было бы достаточно собственных работников. Кстати, о людях и демографии. Заявление Пескова прозвучало на фоне слов замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командира чеченского спецназа Ахмат Апти Алаудинова, который опять призвал русских больше рожать. Русские, начните рожать. Рожайте детей, пожалуйста. Это нам нужно. Это наша стратегическая задача номер 1. Не думайте об СВО, СВО мы уже выиграли, сказал он. Многие сочли его слова издевкой над русскими семьями. Что касается приезжих, то в последнее время с ними чаще всего связаны новости, подобные этой. Мигрант из Азербайджана зарезал русского хоккеиста у его дома, когда спортсмен заступился за девушку. Стоит обратить внимание на то, что в своем заявлении Песков использует местоимение «мы». Кого он имеет в виду? Себя и президента? Или российский народ? Судя по настроениям в сети, большинство граждан в это «мы» не попадает. Ситуацию с иностранными специалистами прокомментировала глава Общественного центра правовой и социальной защиты населения из Краснодара, Ольга Малахова. Она считает, что прежде всего нужно выводить зарплаты из тени, тогда и экономика, и демография будут расти. Для динамичного развития страны на фоне напряженной демографической ситуации мы приветствуем их приезд. Ранее заявил о мигрантах пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Эти слова звучат как минимум сомнительно на фоне того множества нововведений, которые призваны заметно усложнили жизнь иностранным гражданам в России. Тем не менее, Дмитрий Песков подчеркнул, что россиян не хватает для удовлетворения всех потребностей граждан. Мигранты – наша потребность.
Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало. Для динамичного развития и реализации всех наших планов нам крайне необходимы рабочие руки. Мы только приветствуем их, говорит Песков от имени какой-то группы людей. Тем временем, по данным Росстата, уровень безработицы в России составляет 2,4%, что является историческим минимумом с 1991 года. В Краснодарском крае этот показатель еще ниже, всего 2%. Однако специалисты центров занятости отмечают, что такая статистика собирается на основе данных различных бирж труда. При этом далеко не все трудоспособные граждане, не имеющие работы, становятся на учет. Особое внимание заслуживают данные о теневой занятости. Согласно информации Минтруда, в 2024 году в этом секторе находится 6,5 миллиона человек. В Краснодарском крае эта проблема стоит особенно остро. Размер теневой экономики в целом по Краснодарскому краю составляет от 45 до 65%, сообщает президент Краснодарской региональной общественной организации Ольга Малахова. В городах этот процент несколько ниже, а вот в сельской местности он выше из-за небольшого предложения на рынке труда, уточняет она. Таким образом, несмотря на официальные заявления о необходимости привлечения мигрантов, на фоне рекордно низкого уровня безработицы и теневой занятости проблема интеграции иностранных рабочих остается актуальной и требует взвешенного подхода. Высказывание господина Пескова привлекло внимание многих общественных деятелей, которые позволили себе достаточно резкие высказывания. Для России серьезной проблемой становятся миллионы людей, которые не принимают нашу культуру и не стремятся ассимилироваться. Они воспринимают нашу страну исключительно как средство заработка, не желая ассоциировать себя с ее историей и будущим. Эта ситуация остается актуальной вне зависимости от юридического статуса их пребывания в России и наличия или отсутствия российского паспорта. В частности, отметил военный блогер Сергей Колясников. Есть еще один момент. Получив гражданство РФ, новые россияне всеми силами стараются избегать выполнения гражданского долга. На сегодня в зоне СВО находится лишь около 15 тысяч мигрантов из более чем 11 миллионов, проживающих в нашей стране. С недавних пор мигранты, оформившие российские паспорта, обязаны встать на воинский учет по месту постоянной регистрации. Сделать это требуется в течение 2 недель. В противном случае человека могут лишить гражданства РФ. Прецедентов за последние месяцы набралось достаточно. По данным СМИ, многим бывшим мигрантам повестки прилетают прямо в аэропорту, когда они прибывают в РФ из родных республик. К примеру, Екатеринбургский гарнизон поставил на воинский учет более 2500 новых граждан, а военные следователи ищут уклонистов среди пассажиров сразу после их прилета. Новые граждане России очень возмущены тем, что заветный красный паспорт с двуглавым орлом предполагает какие-либо обязательства. Бывшие мигранты хотят получать в РФ только большие зарплаты и всевозможные льготы. Защищать новую родину такие люди часто не готовы. Выходцы из республик Средней Азии стараются получить российский паспорт, чтобы избавиться от проблем с регистрацией, легализацией и трудоустройством. Кроме этого, бывшие мигранты часто оказываются первыми в очередях на всевозможные льготы, выплаты и бесплатные блага. Также получение гражданства одним мигрантом помогает оформить паспорта его многочисленным родственникам. Все они охотно пользуются благами, которые дает им гражданство России, но при этом они не хотят выполнять обязанности. А что насчет этого всего думаете вы, уважаемые зрители? Высказывайте свое мнение в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!